Всем привет, друзья! Хочу поблагодарить этих ребят: Заура, Гришу Гудряшова и Майки. Спасибо за вашу поддержку. Прошлый выпуск закончился на том, что Такемичи и Майки пожали руки, и Такемичи прыгнул в прошлое, 2008 год. Там он уже старшеклассник. Нам показали, как Ханма познакомился с Кисаки и какие он дела проворачивал. Также показали, как Санзу лишь притворялся, что служит Мучо, хотя на самом деле он до конца был предан Майки. Он убивает Мучо с помощью катаны. Ну что ж, давайте узнаем, что было дальше. Погнали! Такемичи бежит и размышляет, что это вообще значит, да и что вообще произошло. Я что, смог прыгнуть во времени? Но не на 12 лет, а на 10. И он просто охреневает, что он теперь старшеклассник. Он заходит в школу, с ним здороваются его друзья. Они удивлены, что он пришел сегодня рано, так как он постоянно опаздывал. Такемичи узнает их, хотя они немного изменились. И он понимает, что они на 2-м году старшей школы. Тут кто-то кладет руку на плечо Такемичи и здоровается с ним. Он спрашивает, подготовился ли он к семестровым тестам. По шраму понятно, что это Хаккай. Он говорит, что как сядет за стол, сразу в сон клонит. Такемичи не понял, кто этот парень. Ямагиши говорит Хаккаю, что по его виду и не сказать, какой он беспомощный. Макото с ним согласен. До Такемичи доходит, что это был Хаккай. Такемичи охреневает. Хаккай спрашивает, что это с ним. Вроде он не заметил, что у него давление, и предлагает пойти уже. Такемичи понимает, что все повзрослели, и он к ним обращается и спрашивает, где Чифу. Такемичи бежит по коридору и, открывая дверь, кричит «Чифу!». Он не понял, что он так разорался, и спрашивает, что стряслось. И тут Такемичи начинает плакать. Чифу не понимает. Такемичи говорит, что он пожал руку Майки из будущего. Чифу спрашивает, неужели ты Такемичи из будущего? А Такемичи говорит, что после этого он оказался здесь. Чифу недоумевает, почему так произошло. Такемичи сам не понимает и говорит, что Майки попросил спасти его. Кто-то наступает на чье-то лицо. Это был Коко и обращается к парню под его ногой. Заруби себе на носу. В Токио не нужны другие группировки, кроме нашей. Каконо Хаджима состоит в группировке с Вастоны Канто. Тут сбоку сидит Санзу, и ему нравится видок, как босс стал еще более непобедимым. Он тоже состоит с Вастонах Канто. Их босс в одиночку всех вынес. Это был Сано Манджиро, глава Свастонов Канто. И что-то ощущая на своей руке, он говорит, ты пришел, Такемичи. Нам показывает Санзу, Коко, какой-то парень с большой татухой на правой стороне головы, и у него другая форма. Какуча, Хайтани Ран, Риндо, Мочи, Мадараме. Чувак с сигаретой, я так понял, это Такиоми, который был в будущем в Брахме. Ну и еще один какой-то парень в плаще с цветочками. И нам объявляют, что токийские мстители входят в финальную арку. Школа. Такемичи все рассказал Чифу. Он подмечает, что сейчас не 12 лет назад. Такемичи говорит, что с тех событий прошло 2 года. Получается, что он прыгает на 10 лет. Чифу говорит, что Майки теперь триггер, а это значит, теперь он не может так просто вернуться в будущее. Такемичи понял это и спрашивает, чем сейчас занимается Майки. Чифу призадумался. После они пришли к Ямагиши. Ямагиши говорит Такемичи, тебе хочется узнать о гопниках в округе? Какая редкость! Ты помнишь мое прозвище? Такемичи вспоминает, что его прозвище Ямагиши энциклопедия гопников. И он стал в полном серьезе рассказывать, что с распуска Свастонов прошло 2 года. И карта влияния группировок в Токио сильно изменилась. Во-первых, владевшие Канто Свастоны распущены, из-за чего в мире токийских гопников творится полнейший хаос. Такемичи сидит и все записывает. Ямагиши продолжает. Многие банды, которые заявляли, что они теперь являются главарями, были уничтожены раз за разом. Это все превратилось в грязную гражданскую войну. Тем самым тот период был назван эпохой гражданских войн Токио. Такемичи занервничал от серьезности событий. Однако в ту эпоху появились 3 харизматичных человека, которые положили конец хаосу. Такемичи озадачен, кто же эти 3. Первый из группировки Рокухара Тандай, осевший в регионе Минато и обладающий огроменным влиянием, глава Террано Саус. Второй, воспеваемый сильнейшим, загадочный босс молодой группировки Брахман, которая владеет районом Шиндзюку. Их глава Кавараги Сенджо. К
Кстати, по поводу Бонтан и Брахман. Дело в том, что о Бонтан очень мало чего известно, вообще даже в интернете. В фандоме написано, что это название индуистского бога Брахмы. А вот что касается брахманов, это уже другая вещь. У них есть два определения. Первое – это понятие высшей духовности, что стоит в начале всего создания мира. Второе – это высшее сословие древнеиндийского общества, их звали брахманы. Среди них были жрецы, ученые, подвижники. Я думаю, что именно второе понятие имеется в виду под брахманами в токийских мстителях. А Бонтан – это уже просто выдуманное слово, или попробуйте просто найти лингвистическое обозначение данного слова. Я не нашел. Просто к слову Брахма добавили символ Поднебесья, и так родилось слово Бонтан. В общем, чтобы не было путаницы, Брахма или Бонтан – это группировка, которым управлял Майки в будущем, когда он хотел спрыгнуть с крыши. А Брахман – это группировка, которую возглавляет Кавараги Сенджу. Как-то так. Не путайте Брахма и Брахман. Это разные вещи. Идем дальше. И, наконец, владелец района Шибуя, кого прозвали непобедимым. Глава свастонов Канто Сану Манджиро. Из этих группировок образовался баланс в Токио, прям как в тройном Томоя. Сейчас идет эпоха трех небожителей. Такемичи спрашивает, они на одном уровне с Майки? Он отвечает, что Кавараги Сенджу – это загадка. Такемичи призадумался и не понимает, почему так. Свастоны Канто, ведь они должны называться Брахмой, и задумывается, почему Майки сразу создал группировку после распуска, а зачем надо было вообще распускать свастонов тогда. Он вспоминает, как Майки сказал на видео, что он никого не хочет в это впутывать. Такемичи начал понимать и снова вспоминает, что Майки сказал, что он всем приносит несчастье. И Такемичи догнал, почему Майки создал новую группировку. Тут его позвал Чифуя и спрашивает, что он так улетел в свои мысли. У него в такие моменты мозги совсем перестают соображать. Но Такемичи хотел возразить. Чифуя говорит ему, что он сейчас думает только о Майке, однако ему сейчас нужно взять ответственность за кое-что другое. Такемичи не понял, о чем это он. Проходит какое-то время. Такемичи, кланясь, просит прощения у Хины. Она удивлена. Такемичи, рыдая, говорит, что он умер прямо перед их свадьбой. Ей неловко и не поняла, перед какой свадьбой. А все посторонние люди начали шушукаться. И Хина спрашивает, неужели ты вернулся? После они, стоя на мосту, поговорили. И Такемичи сказал ей, что он понял. Ей интересно, что он там понял. Такемичи продолжает и говорит, что в итоге ничего не закончится, пока он не спасет Майки. Хина согласна с этим и говорит ему, например, если ты ошибся с этим выбором, и даже если будущее станет ужасным, я всегда буду поддерживать тебя. Такемичи постеснялся, а Хина говорит, что ее фраза вышла как-то не очень. Такемичи благодарит ее, и он планирует выбить всю дурь из Майки. Ну, начали появляться серьезные ребята. Даже стало интересно, кто же сильнее из этих троих небожителей. Только я попрошу не спойлерить, хотя это бесполезно. Ну да ладно, на этом выпуск заканчивается. Спасибо, что смотрели. Не забывайте подписываться, ставить лайки и оставлять комменты. С вами не прощаюсь. До скорой встречи.